Меня попросили сделать юзербота, который бы рассылал сообщения по группам. Чтобы бот работал, нам нужно вначале зайти в группы, которые мы хотим рассылать сообщения. После чего мы запускаем файл whatChatsIn. У нас создаются файлы, телефон number и API. Здесь у нас хранится API-ID и API hash. Я уже ранее делал ролик, как их получить. Сюда мы вписываем эти значения и вписываем также номер телефона. Записываем номер в формате плюс и цифры вместе с кодом. После того, как мы заполнили файлы API и телефон, мы также запускаем whatChatsIn. И нам предлагают ввести код, который приходит в наш Telegram аккаунт для авторизации. Итак, получается, все каналы, в которые мы вступили, и группы, они парсятся в отдельную CSV таблицу, которая создается. Открываем CSV таблицу. Советую, кстати, использовать LibreOffice. Очень удобный и не требует никакой оплаты. У нас парсится ID группы, title название группы, username и ссылка на Telegram чат. Мы это закрываем. Так, далее мы будем работать с exe файлом sender. Мы его запускаем. У нас появляется два текстовых файла log. Здесь будет отображаться вся информация по логам программы и settings. Здесь указывается global timeout, это пауза между отправленными сообщениями в секундах, и максимум ошибок подряд до отключения канала. Это если у нас на канале забанен аккаунт или какая-то ошибка, чтобы он не делал лишних запросов, просто после 3 ошибок канал переходит в режим слипа. Так, мы запускаем второй раз. У нас создается текстовый файл текст. Здесь у нас есть примеры сообщений. Каждая строка — это отдельное сообщение, которое отправляется в канал абсолютно рандомно. То есть мы создаем несколько сообщений, чтобы в канале не видели, что мы бот. Если отправлять одно и то же сообщение, это выглядит довольно-таки по-ботовски, поэтому каждый раз программа будет отправлять сообщение абсолютно рандомно. Один раз это, другой раз это, то есть каждая строка — это отдельное сообщение. Мы запускаем еще раз sender. И видим, что бот начал отрабатывать. Блок fruits. Сообщение отправлено. Далее он выжидает время, которое обозначено в сеттингсе, то есть 1 минуту. Мы это закроем пока. И посмотрим на файл tg-channels, таблицу. Объясню принцип. Итак, блок fruits у нас отправлено сообщение. У нас добавились следующие строчки. Это cooldown, next send time, status, error count. То есть cooldown по дефолту 1 минута. То есть каждую минуту он будет слать сообщение в этот канал. Если на рассылке стоит только этот канал. Если каналов несколько, как в моем случае, то он будет слать в этот канал. Далее он будет переходить к следующему каналу, слать сюда и так далее. Если у нас, допустим, будет только один канал, то он будет слать сюда каждую минуту. То есть сейчас было отправлено сообщение, он приплюсовал 1 минуту, и следующее время отсылки будет у нас вот в это время.
Далее, столбец Activate обозначает то, что чат активный, мы в него можем слать что-то, и нас ничто не ограничивает. Error count после какой-то ошибки в канале, либо канал, допустим, и чат приватный, то есть сюда записывается. После отправки сообщения сюда, здесь идет счетчик до 3, который прописан в settings, то есть будет в начале 1, потом 2, 3, после чего статус становится disable, то есть мы его уже не будем трогать, то есть бот для лишних отправок он уже не использует отправку в этот чат и переходит просто к следующим активным чатам. У бота есть несколько сценариев отправки сообщений. Помимо отправки по кулдауну, можно отправлять по времени. То есть мы включаем этот бот, он будет работать и ждать определенного времени по отсылке. Мы вставляем время в этот столбец send time. Если в send time есть какое-то значение, это время по определению, то по кулдауну он уже не работает. Он работает конкретно по send time. Send time отправляется один раз в день. То есть он отправляет сообщение, допустим, в 18:00 каждый день. Все. То есть здесь будет прописано время отправки сообщения, и он уже ориентируется по last send date, последней отправленной дате. Он не трогает этот чат и переходит к следующим чатам. Это очень удобно, чтобы вас не заподозрили в использовании ботов. Он просто отправляет один раз в сутки. В графе reason указана причина ошибки или неотправки сообщений. Вот. Все очень, в принципе, просто. Если нету значений send time, то он отправляет по кулдауну, то есть по 1 минуте. Здесь можно менять значение, допустим, раз в 2 минуты. Если у вас одна группа или 2 группы, 5-10 минут, то есть мы ставим, и он отправляет сообщение в зависимости от того, какой у него кулдаун. Все, в принципе, очень просто. Сейчас я запущу бот, чтобы он прошелся по всем чатам, которые у меня здесь есть, и далее включу и покажу, какие значения бот выдал, что он сделал и так далее. Так, я снова запущу Center.exe, чтобы посмотреть работу. Итак, чтобы не затягивать создание ролика, я, пожалуй, завершу работу программы. Давайте посмотрим, что у нас в TG Channels. Что ж, мы видим, что у нас отправились сообщения в некоторые группы. Какие-то не отправились, потому что некоторые чаты требуют определенные условия подписки на следующую группу какую-то или канал, чтобы была возможность отправки сообщений. Либо просто нет прав, которые выдают администраторы. В этих чатах, где не отправились сообщения, у нас уже стоит меточка ban, либо меточка error. То есть мы можем зайти конкретно в конкретный чат и посмотреть, почему оно не отправилось. Если там требуются условия о подписке, мы подписываемся, и следующие сообщения уже отправляются. Либо после 3 неудачных отправок бот уже не будет пытаться даже отправить туда сообщение, чтобы не триггерить Telegram и не получить бан. Еще раз, файл settings,
Здесь мы можем поменять количество неудачных попыток отправки сообщения. Мы можем поставить единицу, и после чего уже после первой же попытки канал будет становиться неактивным. Также можно поменять, допустим, раз в 30 секунд, чтобы отправлялось сообщение. Либо мы можем также редактировать таблицы. Допустим, нас какая-то не устраивает. Мы хотим, допустим, убрать что-то. Допустим, вот эту. Мы просто берем, удаляем из списка, все. Оно уже не актуально. И сообщения будут отсылаться в другие группы. Я тестил этот скрипт неделю и должен сказать то, что у меня была группа абсолютно нулевая. Я купил аккаунт, оформил его, поставил на аватарку красивую девушку, написал в описании свою группу и включал эту рассылку, причем у меня была рассылка только раз в день, я включал на час, и за неделю ко мне на канал просто подписалось около 100 подписчиков. То есть схема рабочая по набору каких-то первых подписчиков. Главное это вступить в актуальные группы и написать не просто какие-то рекламные текст в текстовый файл с примерами сообщений, а какие-то завуалированные, чтобы люди заходили, смотрели описание вашего аккаунта и подписывались.